Более 1,5 миллиона граждан в этом году посетили футбольные матчи страны всех уровней. Абсолютное большинство зрителей приходят на футбол с положительным настроем. Вместе с тем мы не можем не констатировать тот достаточно тревожный факт, что в этом году имеет тенденция увеличения количества совершаемых административных правонарушений на стадионах и вблизи них. В текущем году более 2500 граждан привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений в ходе футбольных матчей. К сожалению, это рост. Увеличилось количество примененных пиротехнических средств и иных запрещенных предметов в ходе футбольных матчей. Это является административным правонарушением. К сожалению, ответственность за него не столь высока, как хотелось бы. И использование пиротехники, высказываний нецензурного характера в групповых речевках, появление оскорбительных, порой противоправного содержания баннеров, все это, безусловно, крайне негативно сказывается на ситуации вокруг футбола. Сегодня в Общественной палате Российской Федерации состоялось очень обстоятельное обсуждение федерального закона об обеспечении подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года. Подготовлен специализированный федеральный закон, головным является Минспорта России. Этим законом определяется порядок и организация подготовки по всем направлениям деятельности чемпионата мира. Безусловно, наверное, вы согласитесь, что существенным, одним из важнейших элементов является безопасность проведения футбольных матчей. Мы увидели этот момент в ходе трансляции чемпионата Европы по футболу, который был в этом году в Польше и Украине. Министерство внутренних дел в целом концептуально, безусловно, поддерживая этот законопроект, совместно с Минспортом, общественными формированиями, Российским футбольным союзом, РФПЛ, Всероссийским обществом болельщиков подготовили законопроект в части обеспечения правопорядка и безопасности при проведении спортивных и иных массовых мероприятий. Решением правительства Российской Федерации по данному законопроекту, а это уже второй законопроект, который органично связан с федеральным законом по чемпионату мира по футболу 2018 года, но этот второй законопроект, уже сейчас головным по данному законопроекту является Минспорт России. В ближайшее время он также будет с учетом обсуждения доработан и будет вноситься на рассмотрение в парламент страны, в Государственную Думу и рассматриваться с Советом Федерации. У нас этим законопроектом впервые будет на законодательном уровне и должно быть определено понятие зритель и контролер-распорядитель на футболе, меры по ответственности и обязанности организаторов футбольных матчей и собственников спортивных стадионов по обеспечению порядка и безопасности. Предусматривается, что правила обеспечения безопасности и правила поведения зрителей, они будут в дальнейшем утверждаться с учетом основных положений данного федерального закона уже правительством Российской Федерации. С учетом мировой практики, и прежде всего Англии, Германии, Италии, и ныне последних законодательных актов Польши и Украины, вводятся понятия административного запрета на посещение футбольных матчей, мероприятий для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за совершение противоправных действий на футбольных полях. Этот административный арест – это общемировая практика,
запрет, вернее, посещения футбольных матчей для наиболее отъявленных, если так можно сказать, нарушителей общественного порядка и спокойствия. Безусловно, требуется и на законодательном уровне, и на уровне правительства четко определять систему безопасности, систему доступа граждан на стадионы, полномочия распорядителей, стюардов, полиции при обеспечении досмотра граждан в целях пресечения проноса запрещенных предметов, в том числе пиротехнических изделий, регулирование вопросов безопасности вокруг стадиона, транспортной логистики, наличие систем технического контроля, визуального, видеоконтроля и ряд других моментов. Вот это все, что я говорю, во многом можно обобщенно сказать, и есть закон о болельщиках, хотя в чистом виде, безусловно, непосредственно закона о болельщиках нет. Это законодательный акт об обеспечении правопорядка и безопасности при проведении спортивных и матчей, и прежде всего футбола. Болельщик в основной массе – это человек, и вы, наверное, здесь сидящий тоже, тот, который с большим удовольствием ходит, болеет за команду, окрашивается в определенные цвета и с хорошим настроением идет на матч. Он выходит спокойно, без каких-либо проблем, идет домой, либо празднует победу, либо немножко огорчается, но надеется на великое, все-таки то, что команда воспрянет дух, мы победим в следующем матче. Мы сейчас затрагиваем, раз мы говорим о законе о болельщиках, мы затрагиваем тех представителей фанатских кругов, которые специально создают, накаляют ситуацию и являются так называемыми хулиганами. Та ситуация, которая произошла с сожжением флага Ататюрка, это из ряда вон выходящий. Это значит, специально люди знали. Ведь это не потому, что они не понимают, что за флаг они сжигают и кто на нем нарисован. И они прекрасно понимают, что они вбивают еще и осиновый кол в международные отношения стран, то есть России и Турции. Поэтому мы сейчас говорим о том, что это будет либо закон поправки закона о спорте, в котором будут указаны, соответственно, права и обязанности болельщиков, то есть людей, представителей, которые посещают спортивные матчи. Но поверьте мне, большинство из них приличные люди, состоятельные люди, радостные люди, которые приходят и которым не нужно накаление ситуации. Проблема вот еще какая, я уже почитал по сайтам, как раз по Благосфере. Многие говорят о том, что сотрудники полиции, откровенно говоря, неприлично относятся к тем, кто приходит, наоборот, скромно поболеть за свою собственную команду. Но мы должны понимать, что это зона повышенной опасности. И раз у нас это происходит каждый день, и не раз происходят эти столкновения, а тем более, когда вы сидите на трибуне, вы в своего друга, который болеет, допустим, за Локомотив, а вы за Спартак, не кинете вы монету, вы же адекватный человек. Это нужно понимать. И наше общество должно дать конкретный ответ в виде данного закона. Для того, чтобы решать любую проблему, нужно признать, что эта проблема существует. Вот мы со стороны, как Всероссийское объединение болельщиков, с своей стороны признаем, что существует проблема правонарушений на футбольных матчах со стороны болельщиков. Она есть. Но также есть проблема нарушения законных прав и интересов болельщиков на этих же самых матчах, которые нередко и провоцируют многих болельщиков на совершение правонарушений. Вот о первой проблеме мы говорим охотно и активно, а второй проблему говорить нам приходится. Вот. Но часто это все замыливается, затирается, либо как-то спускается на тормозах. А между тем, в текущей ситуации она складывается таким образом, что болельщик, несмотря на то, что весь цивилизованный мир и профессиональный футбол позиционируется как игра для болельщиков, он является самым бесправным субъектом футбола. Приходя на стадион, мы прекрасно даем себе отчет, что наши права, они гораздо теряют в своем весе, когда мы подходим к спортивному сооружению. У нас сотрудники полиции, помимо досмотра, они еще берут на себя функции неких экспертов и дают рецензии на то, как содержание каких баннеров можно допустить или нельзя. Казалось бы, у нас, допустим, есть оскорбительные нецензурные вещи, которые запрещены для демонстрации, есть какие-то запрещенные законом символы.
Если баннер не содержит ни оскорбительных, ни нецензурных вещей, как бы, ни запрещенных символов, то, в принципе, причин допускать нет. Но, однако же, если руководитель оперативного штаба решит, что ваш баннер пройдет, то он не пройдет, хоть трижды будет соответствовать законодательству. К сожалению, у нас на стадионах, хотя по действующему закону о полиция оказывает содействие организаторам спортивных массовых мероприятий. В принципе, во многих регионах, в Москве эта проблема еще как-то решена, там, да, Москва, Подмосковье, то во многих регионах начальник полиции, начальник оперативного штаба на матче, вполне можно сказать, что ему все равно на то, кто там делегат матча, кто представитель там премьер-лиги, клуба, организатор, все остальное. Если я говорю нет, значит нет. И все. Ну и это касается очень многих вещей на футболе на самом деле. Отпускание болельщиков, даже, можно сказать, исправить физические потребности, задержка после матча. Все эти вещи, они, конечно, волнуют болельщиков, они накаляют атмосферу на трибунах дополнительно. И часто способствуют как раз совершению правонарушений на футбольных матчах. Конечно, это не отменяет того факта, что действительно болельщиками часто совершаются правонарушения. Это действительно есть. С этим действительно нужно бороться для того, чтобы эти действия не мешали другим любителям футбола наслаждаться матчем, наслаждаться игрой. Все мы занимаемся вопросами безопасности, все мы желаем того, чтобы на стадионах была идеальная обстановка, чтобы люди приходили с детьми, с женами, смотрели футбол, получали удовольствие и спокойно расходились домой. Все это желают. Но, к сожалению, мы никак не можем решить вопрос с безопасностью на стадионах. И, к сожалению, на сегодняшний день мы все между собой действуем по понятиям, потому что законов, как таковых, четко регламентирующих действия тех или иных служб, болельщиков, у нас на сегодняшний день нет. Во-первых, мы стали перед этой проблемой очень остро. Во-вторых, на носу у нас чемпионат мира по футболу. И, естественно, те требования, которые предъявляет УЕФА, они не соответствуют тому, что на сегодняшний день существует у нас. Как решить этот вопрос? Мы уже неоднократно предлагали. Его решить только комплексными мерами законодательного характера нужно. И я не думаю, что вот эти изменения, которые будут внесены в закон о спорте, каким-то образом кардинально изменят ситуацию. Ситуация может быть изменена в том случае, если, во-первых, что мы должны сделать первое? Мы должны четко разделить ответственность между клубами, между полицией, между стадионами, потому что у нас на сегодняшний день лебедь, рак и щука. Дальше необходимо на уровне правительства принять правила поведения болельщиков, потому что на каждом стадионе существуют свои правила. А отсюда приезжают из Питера в Анжи, а у них свои правила. И у нас от этого получается очень много проблем. Проблем с болельщиками, потому что они едут, знают, что у них одни правила, они живут по одним правилам. Приезжают туда, а здесь говорят, что вы нам со своими правилами, они должны быть едины. Тогда снимутся многие спорные вопросы. Незамедлительно нужно внести изменения в административный и уголовный кодекс. Те наказания, которые существуют сейчас за правонарушения, которые происходят на футболе, к сожалению, никого не останавливают. Человек должен знать, что если он совершит некое правонарушение на стадионе, за это повышенная ответственность, потому что за этим наблюдают тысячи людей, срываются телетрансляции, зачастую футбольный матч смотрят в разных странах мира и смотрят, в принципе, и по тому, что происходит на стадионе, они оценивают вообще ситуацию и в стране, и в обществе.